Всем привет. Сегодня у нас короткий расклад, как тебе восстановить свою энергию. Посмотрим, кто или что кушает ее и в каких вообще ты энергиях сейчас находишься, ну, для сигнификации. И сразу скажу, вчера вышла новая колода Таро нейроведьмы и деда номер 4. Кто хочет, сразу говорю, можете взять макет, он загружен на Бусти, распечатать себе, продавать на Озоне, на Wildberries, на Авито, на eBay и прочие площадки. Авторские права мои, поэтому не бойтесь, что кто-то вам там скажет, что авторские права вы нарушаете. Они полностью мои. А я разрешаю зарабатывать на своих колодах. Напомню, сам я свои колоды не продаю, потому что я их делаю не для коммерции, а вот, ну, как душа у меня вот просит, да, так и делаю. И если вы будете зарабатывать на них, я только буду за вас рад. Потому что не у всех есть вот эта жилка, да, коммерческая, поэтому я только за. Можете продавать. Колода, макет к печати готов, макет профессиональный, все как надо сделано, с рамками, этот формат СМИК, формат PDF точнее, и этот, как его, цветокоррекции, как ее называют, СМИК. Итак, пожалуйста, ссылки в описании к видео в закрепленном комментарии. Там 4 макета, потому что всего 4 колоды. Есть пятая колода, это Тантум, но его я пока жмотю. Вот, давайте начнем наш расклад. Единички. Карты читаем парно. Первые две — это сигнификация, в каких энергиях ты сейчас находишься. Ну, а ты знаешь, вот по картам ты сейчас в таком состоянии, как будто после ухода. Вот вроде оставила позади старые игрушки свои, да, но попала под жесткий контроль. То есть ощущение у тебя такое, как будто ты вышла из одной клетки и сразу же зашла в другую, где уже все по правилам, и ты не можешь дышать свободно. Ты как из клетки в клетку перешла. И ты чувствуешь, что ты должна подчиняться каким-то требованиям. На работе, дома, там, в отношениях есть кто-то, кто диктует тебе как надо. Вот как надо жить. И ты пытаешься лицо держать, но внутренне ты уже за это устала. От вот этого давления, я имею в виду. Сейчас ты не в том положении, где можно расслабиться. Все вокруг требует дисциплины и собранности. Но это не твоя энергия. Ты как будто вот чужую программу выполняешь. И не находишь места для своих желаний при том. Ты отрезала уже прошлое, но новое пока не дает опоры, только рамки дает. Свободы мало. Все твои действия под присмотром, как будто вот кто-то за спиной стоит с этой, с указкой и проверяет тебя. Кто или что ест твою энергию. Тебя ситуация высасывает, где ты вот одна против всех. А помощи неоткуда ждать. Ты как будто вот один в поле воин. Знаешь же, вот это про тебя. На тебя нападают со всех сторон, а ты одна. И тут про деньги, про жилье, про нехватку ресурсов. Тут все в куче. Чувство, что ты вот на краю, и за тебя никто не заступится. И ты сама себя заставляешь держаться на плаву. Но это усилие какое-то через силу. Как будто ты тащишь груз, вот, как сказать, который тебе не по силам. А источник потерь — упрямство. А почему? Ты помощи не просишь,
ты терпишь и молчишь, а потом ты злишься, что ты одна остаешься. И ты пытаешься вот все контролировать, но реальных рычагов нет. Вот и утекает у тебя энергия в пустоту. Это и про отношения, где ты вкладываешься, 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 а в ответ хрен. Ну, давай не будем, тогда это все-таки не закрытый расклад, а холод и равнодушие в ответ. И ты давишь на себя, чтобы не сорваться. Но это, как знаешь, как по песку бежать. Сил много уходит, а толку мало. Бежал же когда-нибудь по песку на этом, как его называется-то, на пляже. Вот, то же самое. И самое тяжелое, что ты отказываешь себе и в отдыхе, в поддержке, хотя они тебе прям пипец как нужны. У тебя единственнодушно на меня смотришь, но ведь вокруг тебя еще есть живые люди. Я тебя ни в коем случае не бросаю. Я всегда рядом. Но и людей рядом подпряги немножко. Ты ж у меня пират. Как восстановить свою энергию? Ну, знаешь, тебе дожать нужно вот текущие дела, которые тебя довели до предела, и начать восстанавливаться. Потому что ты сейчас в точке, где вот дальше терпеть уже никак нельзя. Как будто вот дошла до дна, и пора уже выбираться. И первое, что нужно делать, это вот сейчас закончить то, что висит над тобой. Долги, обязательства, токсичные люди вокруг. Не пытайся прыгнуть выше, просто заверши хотя бы одно. Потом сядь и составь простой план маленьких шагов, мое любименькое. Каждое утро вот составь план, вот мне нужна, например, там цель такая-то, да? И составь маленькие шажочки, пропиши их все. И каждое утро один маленький шажочек делай. К порядку в деньгах, к здоровью, в отношениях. Не гонись за всем сразу, ты за всем сразу никак не угонишься. Понимаешь? Съешь лягушку, это вот бумаги разбери, счета оплати. Нет денег, вот, пожалуйста, тебе колода, возьми на Авито, вон уже 10 штучек продай, вот тебе 100 тысяч. Лишние встречи отмени. Тебе, знаешь, важно убрать хаос сейчас. Тогда энергия, она начнет возвращаться. Включай рутину вот эту. Сон в одно время, еда по часам, например, там ровно в 6 часов вечера я кушаю. Никаких ни в 5 и ни в 7. Прогулочки короткие. Вот прогулки обязательно прогуливайся. Не сиди ты в 4 стенах. Я вижу то, что ты сидишь в 4 стенах. И вдохновения не жди. Просто понемножечку делай, как зубы чистить. Сил пока мало, я знаю, поэтому двигайся вот этими маленькими шажочками и дай себе срок. Через 2 недели там примерно, да, сверь, чего ты сделала. Ничего не сделала, это уже, как говорится, ты лентяйничаешь. Потому что маленькие шажочки делать каждый день ты можешь. И главное, знаешь, не пытайся резко все изменить. А убирай по одной проблеме за раз. Составь план, как ты их будешь убирать. Тут мне сказать больше нечего, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первые 2 карты — сигнификация, в каких энергиях ты сейчас находишься, остальные читаем парно. И ты сейчас, знаешь, ты сейчас по картам в таком положении, вот, как вот сказать тебе, с одной стороны ты пытаешься держаться за идеи, а с другой стороны реальность показывает, что все внешне бы ровно, да внутри пустота. То есть, по-другому скажу, ты как на автопилоте поддерживаешь вот эту видимость порядка, семейного уюта, как будто это твоя обязанность, а не выбор. И ты делаешь дела по дому, это все хорошо, даже заботишься о близких, но ты уже не чувствуешь отдачи.
Энергия у тебя тратится на то, чтобы все вокруг оставалось нормальным. А твои собственные чувства остаются где-то, знаешь, вот как этот актер второго плана. Только у тебя твои чувства, они не актер второго плана, а актер массовки какой-то там, где-то далеко, сотый план. Ты как будто вот смотришь на свою жизнь со стороны и видишь красивую открытку, но внутри она пустая, там ничего не написано. И ты ждешь, что это принесет тебе радость, а вместо этого ты ощущаешь только усталость и вот эту вот, как сказать, вы этот, как матом слово, как слово заменить матное-то? Усталость и выдроченность, я бы сказал. Основное, что тебя держит, это надежда на то, что когда-нибудь этот порядок и уют, они наполнятся настоящими эмоциями. Но пока что это только надежда, а не реальность. Вот и живешь ты надеждами. Кто или что ест твою энергию? Знаешь, энергию жрет одна штука, это называется твоя голова, которая гоняет мысли хреновенькие по кругу. Это и ситуация, где тебе надо быстро решать дела, где-то там делать, давать советы, решения принимать без времени на передышку. Как будто ты все время находишься в состоянии вот этой боевой готовности, даже когда все спокойно вокруг. И ты начинаешь уже себя ловить на том, что там в тишине мозг начинает прокручивать разговоры, споры, недоговоренности. Ты сама даже не замечаешь, как ты уходишь вот в эту карусельку мысленную. Жвачку, я бы сказал, мысленную такую. У тебя в голове бесконечно. А если бы, а почему я, а вдруг, и вот это вот все. А еще ты часто отмахиваешься от голоса своего внутреннего, который тебе пытается сказать: «Стоп, хватит, остановись ты уже». И вот вместо того, чтобы прислушаться к себе, ты глушишь это какими-то там рациональными доводами. Ну или просто говоришь там: «А, потом разберусь, а там время еще есть». В итоге что у нас происходит? Энергия уходит на то, чтобы держать под контролем извиняюсь, и там обстоятельства какие-то внешние, и внутренние свои сомнения. И вот ты их на поводке держишь. Как восстановить энергию? Ну, знаешь, к простым вещам нужно вернуться, которые ты позабыла. Вот сейчас не нужно там каких-то глобальных перемен или там поездок куда-то. Включи ту часть себя, которая умеет радоваться мелочам, солнышку, которое может радоваться без повода. Сделай то, что ты там влюбила в детстве, да, картинку раскрась, посмотри там мультик глупый какой-нибудь, можно даже не глупый, а этот, забыл, Чип и Дейл спешат на помощь, утиные истории. Купи кисточку и просто вот побей этой кисточкой по бумаге. Не для результата, нет, а чтобы вот почувствовать легкость, понимаешь? Найди занятие, где ты можешь быть, как сказать, ненужной. Ни мамой, ни коллегой, ни ответственной взрослой тетенькой, нет. Просто вот найди такое занятие, где ты, как сказать, одна, не нужна никому. В парк сходи, на скамейке посиди, без телефона. Вот желательно, чтобы птички пели. Послушай, как там ветерок, листья шуршат. Купи себе мороженку, какое там 150 лет назад любила. Поплакать себе позволь. Понимаешь? Не жди, что это кто-то что-то решит. Просто, знаешь, дай себе право быть собой в простых моментах. Возьми, как я вот часто говорю, да, купи красный шарик, вот этот, чтобы он развивался на ветру. Купи его, пойди в парк, прогуляйся с мороженкой. Понимаешь? Перестань искать смысл в каждом своем шаге. Иногда же достаточно там просто жить, а не выживать. Понимаешь? Давайте перейдем к третьему варианту. Понимаешь ты все?
Троечки, троечки. В каких энергиях ты сейчас находишься — это сигнификация. А ты знаешь, ты в таком режиме сейчас, где вот внешне ты все держишь под контролем, а внутри ты еле-еле сдерживаешься. С виду спокойная, собранная, с иголочки даже общаешься мягко, возможно, даже улыбаешься, но внутри мысли бегают, как бешеные непристреленные зайцы. Такое состояние, когда вот эмоции натянуты, как струны, а голова разрывается вот от тревожных сценариев. И ты пытаешься вести себя рационально, да? Но это стоит тебе вообще огромнейших усилий. Ты на себя натягиваешь маску нормальности поверх вот этого кипящего котла. Знаешь, проблема в чем? В том, что вот эта двойная игра выжимает тебя досуха. С одной стороны, ты показываешь миру: я стабильно, я там молодец, а с другой стороны, ты постоянно гасишь вот этот внутренний шум. Ты себе не даешь права на срыв или на честный разговор о том, что реально ты чувствуешь. Вместо этого ты что делаешь? Диалоги в голове прокручиваешь, представляешь конфликты, но не выпускаешь вот это все говнишко наружу. Такое ощущение, как ты по тонкому льду как будто ходишь. И сама не знаешь, когда провалишься под вот этим весом вот этого всего невысказанного. Кто или что ест твою энергию? Конкретный человек высасывает. Королева жезлов. Добро пожаловать, позвольте познакомиться, да? Сам не понял, что сказал. То есть это такой человек сильный, напористый, умеет давить. И вот этот человек постоянно ставит тебя в такие ситуации, где ты вынуждена защищаться и оправдываться. Это или коллега, или начальник, или подруга. Возможно, даже родственник. Кто-то вот, кто любит побеждать в спорах любой ценой. Я по-другому, знаешь, как скажу, какая у меня картинка в голове? Она с тобой играет, кто кого передавит, а ты в это даже и не начинала играть. И вот она тебе на нервы, она тебе нервы на букву «Е» делает. И этот человек не просто с тобой конкурирует. Он удовольствие получает от твоей неуверенности. И каждый разговор с ней у тебя в битву превращается, где ты теряешь силы. А она уходит довольно величаво, величаво, будто пава. Шваброй куда-то не хватает. И особенно бесит то, что этот человек маскирует свои атаки под заботу или шутки. Поэтому ты не можешь просто послать ее и, как говорится, из игры выйти. И в итоге ты чувствуешь себя загнанной в угол. Если молчишь, терпишь удар, если отвечаешь все время, ты тратишь последние силы на вот эту ненужную войну. Ну, она понятна, да, энергетический вампир. Специально создает вот это напряжение, чтобы подпитаться твоей реакцией. А ты продолжаешь ходить по этому кругу, потому что ты не знаешь, как поставить жесткий стоп. Леща купи. Я тебе это не говорил, потому что я я не предвзят. Как энергию восстановить? Сначала простую вещь нужно сделать. Дай себе право на эмоции без вот этих оценочных суждений. Злишься, не гаси это, скажи прямо: «Я злюсь». Ну, это я мягко сказал. Матом ты сама умеешь хорошо крыть. Устала? Отмени там встречу с ней, отмени все, ляг спать. Хочешь плакать? Плачь без вот этих мыслей. Я должна быть сильной. Кому ты должна? Мне ты не должна. Если уж мне не должна, никому в жизни ты ничего не должна. Поэтому с какого это хрена, извини меня за выражение, ты должна быть сильной? Нет, ты девочка. И знаешь еще, на ближайшую неделю зафиксируй одну конкретную цель. Не глобальную, а вот то, что ты можешь сделать за 3 шага. Например, там розетку починить, письмо написать,
там абонемент куда-нибудь на какой-нибудь курс купить. И каждый день выделять 20 минут на то, что приносит тебе радость. Не полезное, нет, 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 а приятное. Вот просто приятное. Это не должно быть полезное, там, какое-то там этот. Нет, просто приятно. Например, что это может быть там? Чай с ромашкой. Вот, ромашковый чай. Танцы под какую-нибудь старую лохматую песню. Кота погладь. С котом погуляй. Что угодно, где ты не думаешь о проблемах, делай. Важно не пускать в это время никого, потому что это твоя личная зона. И одновременно начни двигаться к той вот самой маленькой цели, даже если, вот как говорится, по чайной ложке в день. Самое главное, перестань делить энергию на правильную и неправильную. Хочется поорать на эту женщину. Ори. Прям реально, вот как выдай ей тираду, как если бы я тебе крапивой по попе нахлопал. Вот ты будешь же кричать, будешь вот так же на нее ори. Тянет забиться в угол, забейся. Через это ты вернешь себе ресурс, а не будешь тратить силы на борьбу с этой женщиной, с самой собой и со всем миром. Понимаешь? Я тебе не могу сказать, просто пошли ее в огород ко мне картошку копать, но ты меня, я думаю, что поняла. И, конечно же, подписывайся на канал и всегда помни, даже то, что мы с тобой не рядом, я всегда рядом. Вот такие вот пироги.